Инновационный социальный проект «Виктория» муниципального образования Кирейский район, направленный на профилактику детского семейного неблагополучия, реализовывался в муниципальном образовании Кирейский район с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года. За 1,5 года было проведено очень много интересных, полезных, нужных подросткам мероприятий. Сам проект, я считаю, что главным исполнителем, который являлся муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Кирейский детский подростковый центр, состоял из 2 частей. Это создание центра юных спасателей с целью профориентации детей и подростков. На базе центра юных спасателей было создано 3 учебно-тематических класса. В подростковом клубе «Дружный» 1 тематический класс, в подростковом клубе «Исток», поселок Шварцевский, 2 тематический класс, и подростковый клуб детства, 3 тематический класс. На базе этих классов реализовывались 8 дополнительных общеобразовательных программ. Дети постигали там основы пожарной безопасности, начальную военную подготовку, занимались спортом, изучали краеведение, туризм, занимались психологией. Хочу сказать, что все занятия проходили при хорошем скоплении детей и подростков, при хорошем настроении детей. И вторая часть нашего проекта – это лагерь патриотический, спортивно-туристический лагерь «Виктория». Хочу сказать, что он у нас вошел в проект «Виктория» не просто, потому что мы его реализовываем уже с 2010 года. И думаю, что те средства, которые мы получили в результате проекта «Виктория», то туристическое снаряжение нам поможет в дальнейшем в нашей работе подросткового центра. Ну и хочу сказать, что о чем мы думали, мечтали, это о новых байдарках, которые появятся у нас. Мы их получили в результате проекта, и в это лето в 2 сменах лагеря «Виктория» каждый подросток смог испробовать катание на байдарках на себе. Я думаю, что вот эта романтика, также различные спортивные мероприятия, военно-патриотические мероприятия, профилактические мероприятия, которые проводились с педагогами подросткового центра и привлеченными специалистами, надолго запомнятся подросткам. Еще хочу сказать, что сам проект был богат мероприятиями воспитательного характера. Что мы проводили в период проекта? Во-первых, очень много спортивных дел, спортивных мероприятий. Это турнир по футболу, турнир по волейболу, спортивный фестиваль «Спортивная Россия». Я считаю, что очень запомнился нашим детям. Также мы проводили очень много экскурсий. Ведь экскурсии так расширяют кругозор наших подростков. И вот за время реализации проекта мы посетили совершенно бесплатно. Это Тульский музей оружия, это Ясную Поляну, это Куликово поле. Мы посетили Тульский Кремль, изучили свой родной край. Я считаю, что цель нашего проекта, которая была поставлена, это отвлечение детей от вредных привычек и снижение числа состоящих на учете в ПДН и КДН муниципального образования Кирейский район, достигнуто. И наш проект «Виктория», я думаю, сыграл большую роль, еще раз, в воспитании нашего подрастающего поколения. С 1 апреля 2016 года начался инновационный социальный проект «Виктория», в рамках которого был создан Центр «Юный спасатель», где я преподавал ребятам основы рукопашного боя. За время проведения данного проекта ребята, те, которые посещали мои занятия, они окрепли, стали сильнее, увереннее в себе. Вот, узнали очень много из истории Российской Федерации, то есть, а также из истории родного края, становления и формирования единоборств. Очень хочется быть признательным тем людям, которые это все организовали. Нашему директору детского подросткового центра Антоновой Юлии Алексеевне. Очень понравилось ходить на занятия юного спасателя по краеведению.
Мы узнали много нового про историю Тульского края, а еще про историю древнего села Дедилово. Мы там узнали, что первое упоминание произошло в 1146 году. Занятия вел Лепехин Александр Никитич, историк, краевед, руководитель патриотического клуба «Иртаул». Мы узнали много нового про историю родного края, и мне это очень помогло на уроках истории. Я, Лепехин Александр Никитович, преподавал в Центре «Юный спасатель» инновационного социального проекта «Виктория» муниципального образования Кирейский район, детворе краеведения. Занятия проходили в Киреевске, поселке Шварц и в Липках. В этих занятиях хотелось ребятам рассказать про их историю нашего края, которая неразрывно связана с их семьями, где то, что вот мы вокруг себя видим, это было создано все руками и усилиями наших предков. Не только потом, но и кровью. И поэтому про это нужно помнить и не забывать. Особенно я пытался ребятам рассказать и нацелить их на то, чтобы они, каждый в своей семье, хранили память о своих предках. Ведь же многие воевали в Великой Отечественной войне, в Чечне и в других локальных конфликтах. Дома наверняка сохранились награды и какие-то документы. Их нужно всех собрать, систематизировать и начинать летопись своего рода, если ее нет. Ребятам очень понравилось, когда у нас были занятия про птиц. Многие их слышали, но мало кто их видел. Мы ходили в Центр «Юный спасатель». Такие занятия, как пожарная безопасность, психология, медицина, основы туризма, которые в дальнейшем мне помогли в походе лагеря «Виктория». А мне больше всего понравилась начальная военная подготовка, которую преподавал Харин Лев Витальевич. Нас научили собирать, разбирать автоматы, и также мы ходили в тир. А я узнала о структуре военных сил России. Мы ходили в городе Липки в Центр юного спасателя. Там нам преподавали психологию, основу пожарной безопасности, медицинскую помощь и краеведение. Больше всего нам понравилось ходить на оказание первой медицинской помощи. Там мы накладывали шину, обрабатывали рану открытую. Больше всего понравились практические занятия. Накладывали повязки. Надеемся, что в дальнейшем жизни это нам очень пригодится. Время влияет на дни и события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, но это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, завтра Россия зависит от нас. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставим биться сильных? Кто, если не мы, свободная Россия? Штиля не ждем в эпицентре стихии. Мы строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично. Общие идеи и цели верны. Легко нам не будет, и это отлично. Успех наш зовется успехом страны. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставим биться сильных? Кто,
экономикой водить корабли, и нас много таких. Холодный рассудок и четкая логика, мы этим горды и научим других. Кто, если не мы, сила поколения? Кто, если не мы, научное мышление? Кто, если не мы, прорыв десятилетия? Кто, если не мы, на годы, на столетия? Кто, если не мы, сильная команда? Кто, если не мы, науки, пропаганда? Кто, если не мы, заставим биться сильных? Кто, если не мы, свободная Россия, огромная Россия, великая Россия, любимая Россия. В муниципальном образовании Киреевский район с 1 апреля 2016 года началась реализация инновационного проекта «Виктория», который завершается 30 сентября текущего года. Данный проект по решению управления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был отобран для грантовой поддержки на безвозмездной и безвозвратной основах. Проект «Виктория» направлен на профилактику детского и семейного неблагополучия. Целью данного проекта стало снижение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Киреевскому району, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни. Одним из направлений данного проекта являлся лагерь «Виктория», где проводилась работа по профилактике различных видов правонарушений среди несовершеннолетних. Этот лагерь стал настоящей школой патриотического воспитания среди подростков нашего муниципального образования. Ребята, которые отдыхали в лагере «Виктория», приобрели новые знания, умения, впечатления и сегодня продолжают принимать активное участие в различных районных мероприятиях и волонтерских движениях. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальной базе данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, снизилось в ходе реализации данного проекта. Это говорит о том, что проект «Виктория» очень важен и актуален. УМВД России по Киреевскому району является одним из исполнителей важного и инициационного проекта «Лагерь Виктория», который был образован муниципальным образованием по Киреевскому району. Данный проект является одним из важных объектов для профилактики правонарушений и преступлений из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Лагерь «Виктория» был образован подростковым центром. Это люди, которые внесли огромный вклад в работу среди подростков. И отдать им должное, что в настоящее время наше не каждый возьмет на себя такой груз ответственности. Поэтому хотелось бы поблагодарить и муниципальное образование Киреевский район, и подростковый центр в лице Антоновой Юлии Алексеевны, а также ее педагогического состава. На протяжении уже 12 лет, так как лагерь существует с 2005 года, УМВД России по Киреевскому району непосредственно участвует в воспитании несовершеннолетних, которые пребывают в данном лагере, проводит с ними занятия, рассказывает о каких-то юридических изменениях. Проводим также патриотические конкурсы, занятия. Поэтому я считаю, что этот лагерь дал огромную пользу нашему району для снижения правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, а также воспитания патриотизма у молодежи. Потому что это огромная работа. Также работа проводилась и с семьями несовершеннолетних. Поэтому очень жаль, что данный проект приходит к завершению. На протяжении 2 лет мы ходим в туристический поход «Виктория».
Туда собираются ребята со всего Киреевского района. Каждый день мы посещаем школу юного армейца. Туда входит ориентированные на местности, оказание первой медицинской помощи, меткий стрелок, сборка и разборка автомата, правила дорожного движения. Еще мы изучаем песни. Изучаем песни с Антоновой Юлией Алексеевной. Днем мы их изучаем, а вечером мы поем их около костра. Похода есть начало, а конца походу нет. Мы прошли дорог немало, но огромен белый свет. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Но не сделаешь ни шагу, сразу выбьешься из сил. Если стойкость и отвагу трудный путь не захватил, ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Пронесем мы через годы все, что начато с игры. Наши дальние походы и веселые костры. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Ты никогда, пожалуйста, на белый свет не жалуйся. Он переполнен тайнами необычайными. Инновационный проект «Виктория», который реализуется у нас в муниципальном образовании Киреевский район, является уникальным по своей сути и по своему назначению. Он охватывает слои несовершеннолетних, которые склонны к девиантному поведению, тех детей, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И именно цели и задачи, которые преследовал проект и которые реализованы в полном объеме, позволили говорить нам о том, что количество несовершеннолетних, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в подразделении по делам несовершеннолетних значительно уменьшилось. Поскольку дети были заняты, поскольку дети были охвачены военно-патриотическим воспитанием, формированием здорового образа жизни, все это в конечном мере и в конечном итоге как раз способствовало самой главной цели проекта – сокращению числа несовершеннолетних, стоящих на учете у нас в муниципальной базе данных. Безусловно, реализация проекта была бы невозможна без активной, жизненной и творческой позиции тех людей, которые занимались его исполнением. Это в первую очередь детский подростковый центр администрации муниципального образования Киреевский район, это сектор по делам несовершеннолетних, это наш
наши партнеры и наши коллеги из ОМВД России по Киреевскому району, педагоги, психологи, сотрудники здравоохранения, сотрудники пожарной охраны, все те люди, которые ежедневно работали с детьми, отдавали им свою душу, сердце, и те люди, знания которых позволили детям как можно больше узнать именно и о основах безопасности жизнедеятельности, о пожарной безопасности, об охране здоровья, своего здоровья, здоровья окружающих, то есть по всем направлениям реализации нашего проекта. И сегодня, пользуясь такой замечательной возможностью, хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие и в реализации проекта, и взрослых, и детей. И полагаю, что несмотря на то, что наш проект сам по себе полностью исчерпан, реализован, идеи, замыслы и начинания, которые родились в процессе реализации этого проекта, найдут свое дальнейшее применение, и сплоченность, дружба, которые также возникли во время реализации этого проекта, позволит нам дальше работать на общее дело, сокращением числа детей, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.